Вітаю вас в своєму саду. Я Світлана. Мій сад знаходиться під Киевом, и вы у меня в гостях. Сегодня я покажу, как я обрезаю свои многолетники. Хосты, розы, лилии, астильбы. Многолетние цветущие растения. Возьмете что-то для себя на заметку или просто посмотрите, как это делаю я. Идемте. Ну, надо сказать, что сейчас уже лето приближается к своему экватору. Уже сегодня 1 июля. И большинство роз заходят на второе цветение. Но те, кто опоздал немножко в связи с заморозками, только-только отцветают. Допустим, вот эта розочка у меня Оливия Роуз, англичанка. Существует на самом деле несколько способов летней обрезки роз. Не перед зимой, а именно летом. Первый способ – это когда мы обрезаем 2-3 бутона отцвевших и пару листиков. Это первый способ. Он правильный, этот способ правильный, можно обрезать так. В итоге на второе цветение мы получим высокий куст, и еще выше пойдут побеги. То есть мы срезали всего сантиметров 10. Он нарастет еще примерно сантиметров на 30, на 40, в зависимости от сорта. И вы получите большой куст с массой не очень крупных цветов роз. Если вам такой результат нужен, значит, первая обрезка для вас. Второй способ, более кардинальный, когда мы срезаем веточку с отцвевшими розами, уже облетает, видите, буквально наполовину, ну или хотя бы на 1/3. Если вам страшно так сильно летом обрезать, срезайте на 1/3. Что мы получаем при такой обрезке? Я обрезаю наполовину, то есть я обрезаю почти половина побега. И с боковыми веточками, и с теми, которые начинают вот тут из листиков показываться у нас новые ростки, не жалейте, срезайте все это сразу. У вас получится высота куста вся одинаковая, если вы срежете все побеги наполовину, выровняете, будет полукруглый небольшой шарик. Таким образом вы сдержите, если у вас розы растут вдоль дорожки, высоту цветущего бордюра. Что мы получим? Мы получим большой прирост. После обрезки мы, конечно, их подкормим, от вредителей обработаем и обязательно поливаем. И они нарастут много, и цветы будут крупные. Крупнее, чем при первом цветении. На второе цветение пойдет больше цветок. Если вам такая обрезка нужна и такой результат, значит, это как раз для вас. Ну и третий способ для ленивых, скажем так. Прогуливаясь вечером по саду, можно просто брать и обрывать вот такие уже облетевшие, как шиповника, ягодки, только это ягодки розы. В таком случае побеги пойдут из листиков, которые остались. В принципе, это как более такая щадящая обрезка, быстрая. Под куст желательно обрезанные шишечки такие, обрезанные ягодки не бросать, чтобы у нас не развивались наши болезни, наши насекомые не кушали это обрезанное. И таким образом у нас куст будет нарастать, но он будет рыхлый, цветочков будет
многовато, и они будут небольшие. Будет такая ажурная розовая красота. Какую обрезку выбирать вам, решайте. Единственное скажу, что чайные гибридные розы точно надо на половину высоты побега обрезать. Флорибунды можно и обрывать бутоны, и только верхушечку. Флорибунды, они обильно цветущие, куст обычно пышный, рыхлый, а у чайных гибридных другой габитус куста. Ну, еще хочу сказать, что подождите, пока все розочки отцветут, закончит куст свое цветение, и только тогда приступайте к обрезке. У вас получится следующее цветение одновременное. Если вы будете 1-2 цветочка отцвело, обрывать, обрезать, через 3 дня еще один. Ну, если время позволяет, можно, конечно, так делать, но одновременного цветения тогда вы не дождетесь. Ну что, все, пойдем, я покажу, как я буду обрезать свои хосты. Сразу хочу сказать, что после обрезки я розы на черенки не режу, и вообще черенкованием роз я предпочитаю заниматься зимой, когда после осенней обрезки у меня или ломаются какие-то ветви, или лишние, или наоборот я какой-то кустик захотела, и тогда я выбираю побеги, какие мне нужны, и тогда черенкую. Очень просто нарезал эти веточки в теплицу, поставил под банку и забыл. Летом других дел полно, и я люблю вообще-то розы не корни собственные, а привитые на шиповник. Это красивая роза, роза Ля Фонтен о Перле. Красивая, высокая, жемчужного цвета. Такие у нее бутоны. Так постепенно она раскрывается. Я, наверное, сделаю обзор этого сорта. Покажу вам ее, расскажу о ней. Сразу после обрезки, как я сказала, не забудьте сделать обработку от вредителей и от болезней. У меня на некоторых розах уже я нашла черную пятнистость. Такая погода или заморозки повлияли, ослаблен иммунитет у роз или что, не знаю. Ну, идемте, будем хосты смотреть, как у нас там дела. Ну, сразу хочу сказать, что я вообще-то не люблю, как цветут хосты. Вот такие длинные палки с цветками, похожими на маленькие лилии. Но мне они визуально не создают красоты в саду. В прошлом году я практиковала, заодно тут бурьяны можно вырвать, обрезать садовую гвоздику, которую Света не обрезала. В прошлом году я практиковала, я срезала цветущие стрелки в самом начале цветения. Как только они выпускали свои стрелочки, я их брала и вырезала. В этом году я решила оставить. Но надо сказать, что в следующем я все-таки их буду удалять. Они довольно крепкие, у них цветоносы, прямо они древесневеют. Такие, так просто их не обломать. Некоторые сорта хост ароматные, некоторые не очень, но мне визуально хосты в таком виде не нравятся. Торчащие вот такие побеги, которые быстро пересыхают. Сейчас у нас стоит неимоверная жара, 38-39, полив по возможности постоянно включен, по возможности, потому что перебои с электроэнергией и, соответственно, с водой. Хотя у нас там генераторы, и аккумуляторы, и инверторы, но все равно при такой температуре просто нереально пролить весь сад, как того было нужно. И соцветия, соответственно, быстрее сохнут
меньше воды получают, и растения сбрасывают свои цветы. Я, конечно, весь упор на гортензии делаю, и поэтому вот такие более простые, скажем так, растения меньше получают влаги, и из-за этого быстрее отцветают. Как же я срезаю? Как можно ниже, туда в середине, в листья, чтобы вот такие палочки у нас тут не стояли, потому что они просто потом оголяются и стоят. Вот так берем как можно ниже. Кто возьмет себе на заметку, что можно все эти соцветия, ну, вот это белыми цветет, видите, цветочками. Это такими лилиеподобными, лавандовыми. В принципе, все нормально, но я предпочитаю их убирать. Можно одновременно убрать листья, которые посохли из-за солнца, из-за чего. Сейчас хосты, что нам надо делать помимо полива? Можно удобрить удобрением, но уже не равноценная формула 20-20-20, а желательно там, где больше калия. Я вообще все удобряю плантофолом, мне нравится. Поэтому я беру 10-54-10. Это дает нам растению укрепиться, которые цветут, хорошо цвести. Для рододендронов это одревесневение, и для гортензии стебля, молодых стеблей. Кстати, был вопрос, почему не древесневеет у молодых гортензий стебли. Вот именно из-за этого, что недостаток калия. Видимо, азотом перекормлено растение, растет бешеными темпами и не хватает калия. Сам ствол мягкий, гибкий, и он не может набрать, не стать древесным, чтобы перезимовать зиму. Все бы ничего, да, но если он не одревесневеет хорошо, как у меня в прошлом году магнолии, в зиму вымерзли те побеги. То есть сейчас уже июль, поэтому меняем удобрения, равноценную формулу уже брать не надо, кроме роз. Розы же мы обрезаем перед зимой, поэтому розам можно еще много азота. Всем остальным растениям все равноценную формулу с азотом мы не берем. Берем, где больше калия. Ой, а вот эта хоста такая ароматная. Это мышиные или не мышиные, зайчьи ушки. Я помню, писали. И смотрите, какой он встрепенулся, подрос, такой большой относительно. Еще соцветия отбирают у хосты, в принципе, жизненные силы. Поэтому она может не так хорошо продолжать свой рост. Как любое цветение забирает у растений энергию, питательные вещества, и потом они уже готовятся зиму зимовать. Вот так вот вырезаем до самого конца. Букет, в принципе, неплохой. Вот эта хоста еще, может быть, и подцвела бы. Но мне не очень нравится, как торчат вот такие побеги. Вот, в принципе, и все. Сейчас пойдем, я покажу вам астильбу, как обрезать. А это рододендроны, не забывайте их. Сейчас особое внимание на полив. Поливать не забывайте уже. Вот заложились цветочные почки у нас. Листики засохшие у рододендронов можно удалять просто, если их не так много. Сегодня как раз отвечала на вопрос по рододендрону. Если опущена вот так вот листовая пластина у него, это он вам сигнализирует, что ему очень плохо.
опускается, когда недостаток влаги, ну или когда большие проблемы. Обратите внимание сейчас особенно на рододендроны. Под корень уже растения я кормить никакие не буду. Ну, вот так проходим и везде удаляем побеги. Вот что касается хост моих. В принципе, астильбы почти так же обрезаются, как и хосты. Вот эти высокие цветоносы у них пересыхают. Были они красивые, украшали наши клумбы. А сейчас их просто надо удалить. У них побеги, конечно, не такие, как плотные, как у хост. Такие метелочки. Мы их вырезаем как? Можно ниже, просто секатором. Не забывайте, что астильбы любят полутень. Сажать их надо, вот у меня тут вообще он под минджулепом, и его метелочки возвышались над минджулепом. Красиво было. Яркие такие, малиново-лавандовый цвет. Ну, сейчас мы их убираем, и на их место придут новые цветы. Гортензии вот у нас уже набирают цвет. Не забудьте, что делить астильбы можно. Вот еще у меня тут одна астильба. И так, как можно ниже туда. Соцветия вырезаем. Делить астильбы только осенью можно. Не спешите с делением куста. Сейчас все сосредоточено только на полив. И от вредителей сейчас очень бушует паутинный клещ. Я вчера на одной из лилий обнаружила. Нигде нету, на одной из лилий паутинный клещ. Были обработки. Ну и сейчас покажу вам, как я обрезаю свои лилии. Некоторые уже, конечно, отцветают. Большинство азиатских лилий уже отцветает. Ну, эти еще, вот и гибриды у меня оранжевые и белые еще только на пике распуска. Сейчас подойдем туда, где мои... Смотрите, начал вимсред зацветать. Большими такими цветами красиво. Там, где мои новые растения, недалеко от теплицы, туда пойдем, я там вам покажу, как я обрезаю лилии. Как раз туда идем. Я вот хотела вам показать один из способов, куда посадить лилии. Не массивом, как я вам только что показывала, а отдельными или по 2, по 3 луковицы среди высоких хвойных растений, но на солнечную сторону. У вас тогда получится среди хвойных вот такие букеты лилий. Очень красиво. Возьмите себе на заметку. Как идея отличная. Ну а мы идем вон туда. Лилии у меня повсюду насажены. Отцветают только самые первые, азиатские, как я вам сказала. Вот тут недалеко схупси красиво смотрятся лилии. По сортам я вам сделаю обзор и прямо сорта лилии пропишу. Мне нравятся высокие и большие. Вот это уже детка. Вот эта лилия такая на потомство обильная. Много у нее луковиц. Ну а обрезку покажу вот на этой лилии азиатской. Видите, она
Уже только верхний цветок у нее остался. Очень длинные побеги, высокие, где-то 1,20 м. У нее больше метра. И вот это уже отцветает. Сейчас покажу, сколько я оставляю. В принципе, тут ничего сложного нету. Но покажу, на какую высоту я обрезаю свои лилии. Чтобы наглядно было видно. Вот я стою, а вот это лилия малиновая. Я обрезаю. Так, тут уже сорняк у нас какой-то вырос. Обрезаю, оставляя от земли 15 сантиметров. Вот этот весь побег лилиевый я срезаю. Корзину не взяла. А вот моя это азиатская красавица, которая тоже отцвела. Вот у нее высота какая. Кстати, у нее может и больше, чем 1,20 м. Такие длинные, очень прочные. Это мускадет, по-моему, сорт. Очень прочные побеги. И тоже много деток. Смотрите уже. Это ее детки. Тоже, несмотря на то, что она крепкая, большая, сильно высокую ножку оставлять не надо. Во-первых, чтобы набрать луковиц достаточно питательных веществ, 15-20 сантиметров вполне хватит. И не будет нам загромождать участок отдельно торчащими палками. Мы продолжаем вот эти обрезанные побеги подкармливать именно по листикам. Ну, брызгать, лечить, чтобы ничем не заболели, ни ржавчиной никакой, ничем, чтобы такие же красивые, зелененькие с листиками и стояли. Особенно если у вас посажены таким букетным способом по несколько штук, будут такая, как маленький кустик зеленый. Ну и сейчас я вот это обрежу. Тут я 20 оставила сантиметров. Вот такая длинная лилия у меня оказывается. Лилии в компост бросать не надо, потому что там есть какие-то вредные вещества, и они могут испортить компост. Оставлять лилии тоже нежелательно, чтобы они семена не начали нам давать. И опять же забрали силы у наших луковиц на следующее цветение. Вот такие нехитрые премудрости, какие я вам хотела рассказать про лилии. Вот такие ножки у нас пооставались. Но это короче, это я раньше обрезала сантиметров 15-20. Солнышко им попадать будут листики, а эту я повыше обрежу. Кстати, вот опять рододендрон на полном солнце у меня тут. Отлично себя чувствует. Этот я не прикрывала, а в другом месте у меня стоит агроволокном прикрытый рододендрон, чтобы акклиматизироваться, скажем так. Ну, вот, в принципе, что я вам хотела рассказать про розы, про лилии. Лилейники только набирают. Хотя у меня там лимонного цвета лилейники цветут белые такие. Бело-лимонные. Сейчас туда подойдем, я вам покажу их. Я туда подойду и покажу вам, как они набирают свою красоту. Лилейники будем обрезать уже позже туда. Ну а сейчас всего хорошего. У нас тоже очень жарко, очень. Я выхожу работать где-то после 4. А так с утра включаю полив и только выхожу, меняю. Шланги, контур, гипсофила зацвела. Так, ну, я рассказывать, показывать могу долго. Всего хорошего. До встречи в следующем видео.